Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о яблоне. Что мы знаем о ней? Возможно, яблоня – это дерево, и на ней растут яблоки. А яблоки, скорее всего, это самые популярные фрукты. Куда ни посмотри своими глазными яблоками, везде они. Яблоки, пожалуй, один из самых универсальных фруктов, которые окружают нас повсюду. От бабушкиных пирогов до полок магазинов, причем в разных отделах. И в продуктовом, и в отделе электроники, в детских сказках, в кулинарных книгах, в научной литературе и в псевдонаучной. Причем по всему миру в разные промежутки времени. И не поймешь, где правда, а где нет. Одну женщину змея уговорила отведать яблоко. Та угостила мужчину, выгнали. Другой мужчина сидел, никого не трогал. Упало яблоко на голову. Его посетили умные мысли. Со временем другой молодой человек вспомнил о мужчине с умными мыслями и о яблоке, упавшем ему на голову, и назвал в честь фрукта свою фирму. И теперь у многих мужчин, да что там говорить, и у женщин, одно желание – хочу. И лишь бы яблочко было нарисовано. А если ты дачник или огородник, ну как не посадить яблоньку? Несколько лет и свои яблоки. Будет чем детей и внуков порадовать. Эти плоды стали чем-то большим, чем просто едой. Они буквально вплетены в культуру, символику и нашу повседневную жизнь. И как не поговорить обо всем об этом? И, конечно, в первую очередь о цветущих яблонях и о сочных, ярких, полезных яблоках поподробнее. Здесь и сейчас. Поехали! Яблоня – род листопадных деревьев и кустарников семейства розовые. Семейство это очень большое. В нем около 120 родов и около 6000 видов растений. Из известных всем нам это груша, вишня, слива, миндаль, персик, земляника, малина, рябина, черемуха и ежевика, красавица роза и полезный шиповник. Все это розовые. Да и в роду яблонь немало, около 46 видов. Наиболее распространена яблоня домашняя или культурная, к которой относится большинство возделываемых в мире сортов. Из дикорастущих видов в лесах европейской части и на Кавказе произрастает яблоня лесная. В Малой Азии, Иране, Крыму и на Кавказе яблоня восточная. В Китае, Монголии, Приморском крае, Восточной Сибири яблоня ягодная. В лесах Тянь-Шаня яблоня Недзвецкого, а в окрестностях Алматы яблоня Сиверса. Самое интересное, что именно она дикий предок многих культурных сортов яблок. У названия Алматы длинная история. Когда-то он был укреплением Заилийским, затем Верным, а в 1921 году городу дали имя по древнему названию местности, на которой он основан. Правда, старинная Алматы туркестанский ЦИК трансформировал в вариант Алмата, но ненадолго. В 1993 году город вновь стал Алматы, что в переводе означает яблоневый. Настоящее казахское название города, крупнейшего города Казахстана. Действительно, ученые уже довольно давно знают, что родина культурной яблони были горные леса к западу от Тянь-Шаня, на территории нынешних Казахстана и Кыргызстана. Недавно историю яблонь сумела уточнить команда ученых из Китая и США, сравнившая геномы 117 сортов культурной яблони и 20 диких видов яблонь. Исследователи подтвердили, что основным предком домашней яблони была яблоня Сиверса из Казахстана. В дальнейшем, когда яблони распространялись на запад вдоль Великого Шелкового пути, они скрещивались с местными видами. В Сибири с ягодной яблоней, на Кавказе с восточной, а в Европе с лесной. Примерно 46% генома современных яблок унаследованы именно от яблони Сиверса, а 20% от лесной. На другом направлении распространения яблони с Центральной Азии на восток, в Китай, они тоже скрещивались с местными видами, генетические следы которых сохраняются в некоторых китайских сортах. Восточноазиатские яблони, считающиеся сейчас самостоятельными видами, яблоня сливолистная, известная как китайка, и яблоня азиатская, вероятно, возникли в результате гибридизации между яблоней Сиверса и сибирской ягодной яблоней.
Неожиданным выводом в исследовании 2017 года оказалось, что казахстанские яблони Сиверса и представители того же вида, растущие совсем рядом, только по другую сторону гор, в Синьцзяне, генетически отличаются друг от друга, и синьцзянские яблоки не внесли никакого генетического вклада в яблоню домашнюю, зато теперь их рассматривают как источник потенциально полезных генов для новых сортов. Из исторических источников известно, что в античные времена люди разводили яблоневые сады и лакомились вкусными плодами. Однако сам процесс одомашнивания диких яблонь начался гораздо раньше, намного раньше, когда люди не могли вмешаться в этот процесс, потому что их просто не существовало. Кто же был этим таинственным садовником, культивирующим яблоню миллионы лет назад? Ответ на этот вопрос решил найти палеоботаник Роберт Шпенглер из Института Макса Планка в Германии. Важным фактором, благодаря которому яблоки стали такими, какими мы их знаем, Шпенглер называет приспособление к эндозоохории, распространению семян при помощи животных, поедающих плоды. Для привлечения распространителей плоды растений становятся крупнее, приобретают яркую окраску и сладкий вкус. При этом у представителей семейства разоцветных, которому принадлежит яблоня, можно заметить две стратегии. Одни растения, например вишня или малина, делают ставку на птиц. Их плоды небольшого размера. Другие ориентируются на поедание плодов крупными животными, мегафауной. Шпенглер относил к этой категории млекопитающих с весом от 40 килограммов. У таких растений появляется тенденция к постепенному увеличению размера плодов за счет вкусной мякоти, а семена при этом остаются мелкими и легко проходят через кишечник млекопитающих, не теряя всхожести. Яблоня эволюционировала по второму пути. Конечно, особенно крупными и сладкими яблоки стали уже в процессе искусственного отбора, но началось их увеличение еще без участия человека. До сих пор дикие яблочки с удовольствием едят медведи, олени и другие животные. Сейчас их роль в распространении семян невелика, так как мала численность животных, а свобода перемещения ограничена сохранившимися лесами. Но в плейстоценовую эпоху они играли ведущую роль в расселении яблони. Ну а дальше наши предки продолжили дело своих четвероногих предшественников и завершили одомашнивание яблони. Примерно 5000 лет назад человек начал культивировать яблоню. Путешественники, торговцы и кочевники, перемещаясь по Великому Шелковому пути, собирали и распространяли семена дикой яблони, способствуя ее распространению на огромных расстояниях. Постепенно плоды яблони стали все более востребованными. Люди собирали деревья с особенно сладкими, крупными и ароматными яблоками. И так началась селекция, процесс, в ходе которого яблоня постепенно превратилась в культурное растение. Смешение генов диких яблок Сиверса с другими видами, такими как дикие яблони Восточной Европы и Западной Азии, привело к возникновению генетического разнообразия, что способствовало выведению разных сортов. На протяжении тысячелетий селекционеры и садоводы отбирали деревья с самыми лучшими качествами, добиваясь устойчивости к болезням, урожайности и улучшения вкусовых качеств. Хотя и они сталкивались с трудностями. При размножении семенами потомство яблонь не сохраняет родительских характеристик. Если мы посадим семечко сортовой яблони, из него вырастет дерево с непредсказуемыми свойствами. Желаемые характеристики сорта сохраняются лишь при помощи размножения прививкой. Но надо признать, прививать черенки люди начали довольно быстро. Античные садоводы уже хорошо знали этот метод. В Древней Греции и Риме уже активно выращивали яблони и даже разводили разные сорта, привозя растения из других стран. В Древнем Риме яблоня считалась символом плодородия и благополучия, а ее плоды высоко ценили за вкусовые и лечебные свойства. Римские садоводы активно занимались ее разведением и селекцией, а благодаря римским завоеваниям яблоня распространилась по всей Европе. В средневековой Европе яблоня стала еще более распространенной благодаря монастырским садам. Монахи занимались разведением яблонь, изучая их свойства и выведением новых сортов. Яблоневые сады стали частью культуры сельского хозяйства. К 16 веку яблоня уже занимала прочное место в европейских садах и на столах, а благодаря путешествиям колонизаторов распространилась и в Новый Свет, конечно же, включая Северную и Южную Америки, а немного позже и Австралию. Сегодня яблоня представлена множеством культурных сортов, каждый из которых обладает уникальностью
уникальными характеристиками, такими как вкус, цвет, размер и устойчивость к климатическим условиям. Существует несколько групп сортов – раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые, что позволяет выращивать яблони в регионах с разным климатом. Адаптация к условиям среды также включает засухоустойчивость и способность переживать временные понижения температуры. Хоть яблоня дерево выносливое, оно подвержено различным заболеваниям и нападениям вредителей. Самыми распространенными болезнями являются парша, мучнистая роса, бактериальный ожог и корневая гниль. Вредителями могут быть плодожорка, тля, различные жуки. Эти проблемы требуют применения биологических, химических и агротехнических методов защиты, чтобы обеспечить нормальный рост и развитие дерева. Генетики и селекционеры продолжают работу по улучшению яблони, разрабатывая сорта, которые обладают устойчивостью к болезням, вредителям и изменяющемуся климату, сохраняя при этом высокие вкусовые качества. Как мы узнали, яблоня – это дерево. И, кстати, или кустарник, в зависимости от сорта и условий выращивания. С высотой от 3 до 15 метров. Ее крона раскидистая, листья овальные, заостренные, с мелкими зубчиками по краям, с нижней стороны слегка опушенные. Как и все зеленые растения, яблоня использует процесс фотосинтеза для создания энергии. Листья поглощают солнечный свет, углекислый газ и воду, производя глюкозу и кислород. Сахар, который накапливается в листьях, используется для роста дерева и образованию плодов. Осенью, когда дни становятся короче, фотосинтез замедляется, дерево готовится к зимнему покою и сбрасывает листья. Корневая система яблони разветвленная и глубокая, что позволяет ей поглощать влагу и питательные вещества с большей площади. В зависимости от подвоя корни могут быть как поверхностными, так и более глубокими. Весной, как только сходит последний снег, яблоня выпускает свои скромные, но удивительно красивые цветы. И старое дерево, которое всю зиму стояло голым и молчаливым, вдруг оживает, оборачиваясь бело-розовым облаком. Цветы имеют 5 лепестков и пестики, окруженные многочисленными тычинками. Это настоящие генераторы следующего урожая, и они привлекают множество насекомых-опылителей. Опыление необходимо для образования плодов, и от этого процесса зависит будущее урожая. И как она цветет! Сад, где цветет яблоня, наполняется светом и звуками, но не громкими, а тихими, шепчущими. В воздухе стоит сладкий медовый аромат, смешанный с нежной горчинкой весны. И в этом аромате обещание будущих плодов, щедрого урожая. Пчелы кружатся над цветами, как заколдованные, собирая нектар. Цветы яблони требуют перекрестного опыления, поэтому для получения урожая рядом желательно выращивать разные сорта, чтобы пыльца могла переноситься между ними. Мы выяснили, что яблоня размножается как семенами, так и вегетативно, черенками, прививками. Однако для поддержания сортовых качеств предпочтительно использовать именно прививку, так как деревья, выращенные из семян, могут отличаться от родительского сорта. После опыления завязываются маленькие плоды, которые постепенно растут и развиваются в течение лета. Яблоко – это так называемый ложный плод, поскольку его основная часть, мякоть, образована не из завязи, а из разросшегося цветоложа. Ядро яблока содержит семена, которые образуются в результате оплодотворения. В конце лета, осенью, яблоня делается щедрой, как добродушная хозяйка, которую уговаривать не нужно. Угощайтесь, забирайте все, что я накопила. В процессе созревания яблоки накапливают сахар, органические кислоты и различные пигменты, придающие плодам характерный вкус и цвет. Химический состав яблок варьирует в зависимости от сорта, климата и условий выращивания. В каждом яблоке маленькая история ее заботы и терпения. Сладкие, кислые, хрустящие, душистые. Эти плоды становятся угощением. Да еще и каким! Ведь в этом вкусе не только радость нынешней осени, но и память о всех прошлых, о солнечных днях, о полях, о садах, что простираются вокруг, как сам мир. С годами яблоня становится крепче и мудрее. Ее ветви уже не такие гибкие, но каждый изгиб, каждая трещинка в коре – это метка времени, история ее собственной жизни.
жизни. Яблоня, как и многие плодовые деревья, может прожить достаточно долго, хотя ее возраст сильно зависит от сорта, условий выращивания и ухода. И они не такие долгожители, как сосны или секвойи. В среднем продолжительность жизни яблони составляет около 50-70 лет. Однако есть сорта, которые могут плодоносить и до 100 лет, а некоторые дикие яблони, например яблоня Сиверса, могут дожить и до 200. Яблоня – это плодовое дерево с древней историей, которое пришло к нам из Центральной Азии, но уже давно распространилось по всему миру и стала важной частью многих культур и традиций. Она вошла в наш быт, образы, легенды и даже в науку, ведь выращивание яблок – это не просто занятие, а целая отрасль. Ежегодно в мире собирается более 80 миллионов тонн яблок, а число сортов этого фрукта около 10 тысяч. Кто-то спросит, а какие яблоки самые вкусные? На что отвечу, смотря какие у вас предпочтения. Сейчас большой выбор всего, в том числе и яблок. Есть красивый на вид Гренни Смит, Старкин, Джонатан и Фуджи, а есть скромные, молчаливые, не кричащие, не заявляющие о себе сорта. У яблок, на которых и не обратишь внимания, они в пупырышках, с горбинками, потрясающая душа. Когда их берешь в руки, они как будто говорят с тобой. Они живые, не фальшивые, пахнут садом, осенью. Тут же хочется откусить. Среди летних сортов одним из первых плоды дает белый налив. Молоденькие яблочки этого сорта, только-только созревшие, упругие и сочные, а переспелые, рыхлые, крахмалистые, как картошка, но сладкие. Их невозможно долго хранить. Они как первая ласточка для тех, кто истосковался по природным витаминам. Съел и забыл до следующего сезона. Квинти, Женева, Дискавери, Дарья, Конфетная – все это летние яблоки. Максимум, на что они способны – это пролежать 2 недели. Осенние тоже не суперстойкие в этом смысле. Урожай осенних яблок собирают с конца августа до конца сентября. Садоводы любят такие сорта за высокую урожайность и скороспелость. Они плодоносят дольше и обильнее, чем летние и зимние. А первые плоды с некоторых яблонь снимают уже на 3-й год. Для сравнения, на поздних сортах яблоки обычно появляются через 5-7 лет. Хранится осенний яблочный урожай лучше летнего, до 4 месяцев. В отличие от зимних, сентябрьским яблокам не нужно время для раскрытия вкусовых качеств, а значит их можно есть сразу. Гала, Антоновка, Черный принц, Шафран, Спартан, Макинтош. А вот зимние яблоки – другое дело. К ним относятся Айдарет, Глостер, Хани Крисп, Гренни Смит, Фуджи, Семеренко. Поздние зимние яблоки созревают к середине-концу октября. При этом фрукты не теряют своих свойств до поздней весны. Зимние яблоки нельзя есть сразу. В них очень много дубильных веществ, протопектина и кислот. Они должны полежать, дозреть, иначе будут твердыми, кислыми, практически несъедобными. Пока зимние яблоки дозревают, в них незаметно происходят важные процессы. Увеличивается содержание сахара, крахмал подвергается гидролизу, они становятся мягче и приобретают богатый аромат. А многие замечали, что надкусанное или разрезанное яблоко быстро темнеет. Многие думают, что так окисляется железо, которое содержится в мякоти плода. Но это неправда. На самом деле железа в яблоках совсем немного. Оно составляет примерно 1 миллионную часть его массы. В картошке, авокадо и бананах железа больше. А рекордсмены по содержанию железа – это фасоль и чечевица. Но фасоль и чечевица не темнеют на срезе, а железо в них хоть отбавляй. Дело в том, что железо не может окислиться настолько быстро, чтобы за несколько минут испортить внешний вид фрукта. Мякоть яблок, бананов, манго, авокадо, картошки и даже грибов темнеет из-за антиоксидантов, называемых полифенолами. Полифенолы тихо и мирно сидят в яблоках и других плодах и никак себя не проявляют. Но они начнут неистово окисляться, если какая-нибудь гусеница покусится на мякоть. При контакте с кислородом из них образуются вещества, которые сделают яблоко некрасивым и невкусным. На передовую линию защиты яблок от вредителей встанут потомки одного из полифенолов, который зовется катехином. Под действием фермента полифенолоксидазы катехин реагирует с кислородом. В результате этой реакции на свет появляются вещества хиноны, чья цель – окислять
съедать все, что попадется им на пути. В результате этих окислений создадутся молекулы, которые образуют на яблоке коричневую пленку. Пленка защитит остальную часть яблока от повреждений, выполняя роль кожицы. Причем сладкие сорта темнеют быстрее, чем кислые. Это связано с тем, что в них больше фермента оксидаза. Кстати, по этой же причине темнеют и бананы, и картофель. Кстати, генетики одной канадской компании вывели несколько сортов не темнеющих яблок. Такие процессы нужны яблоку в целях защиты от всяких гусениц и других жуков. Вот, например, волк. В случае опасности убежит. Жук улетит. А яблоко что? Не убежишь, не улетишь. Но надо что-то делать. Поэтому делает себя невкусным. Благодаря этой коричневой штуке на срезе яблока. Всякие насекомые не станут есть эту невкусную темную мякоть и уползут в другое место. А для человека это не опасно. Вообще яблоки — это настоящая кладезь питательных веществ, которые приносят пользу организму на разных уровнях. Этот простой, доступный и популярный фрукт не зря называют молодильным яблоком, ведь он поддерживает здоровье сердца, иммунной системы, пищеварения и даже помогает в борьбе с хроническими заболеваниями. В день по яблоку съедать, век болезней не видать. Яблоко содержит витамин С, который укрепляет иммунитет, способствует выработке коллагена и помогает организму справляться с воспалениями. Витамины группы В в составе яблок улучшают метаболизм, поддерживают нервную систему и здоровье кожи. В яблоках также есть калий, магний и железо, которые важны для поддержания здоровой сердечно-сосудистой системы и мышц. Яблоки богаты антиоксидантами, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы, предотвращая повреждения клеток. Эти антиоксиданты снижают риск хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и даже некоторые виды рака. Флавоноиды, также присутствующие в яблоках, обладают противовоспалительными свойствами, что помогает уменьшить воспалительные процессы в организме. Клетчатка и антиоксиданты в яблоках могут снижать уровень плохого холестерина, что позволяет поддерживать здоровье артерий и снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярное употребление яблок помогает регулировать кровяное давление за счет содержания калия, который благоприятно воздействует на сосуды. И как всегда, главное не злоупотреблять, какие бы яблоки полезные не были. Во всем должна быть мера. Поэтому яблоки – герои многих кухонь и рецептов. Запеченные яблоки с медом и корицей, пироги, штрудели, шарлотки, яблочные джемы и варенья, соки и компоты – все это неотъемлемая часть наших кулинарных традиций. Во многих странах, например в Германии и Австрии, яблоки – главный ингредиент знаменитого штруделя. А во Франции готовят тартатен, который по легенде вообще был придуман случайно. Да и у нас яблочный пирог – настоящий символ уютного чаепития. Яблоко – частый гость на праздниках урожая и ярмарках. Например, на знаменитом празднике Яблочный Спас оно символизирует окончание лета и начало сбора урожая. В этот день яблоками делятся с близкими, благодарят природу за дары. В разных странах существуют свои традиции, связанные с яблоками. В Великобритании яблочные фестивали проходят осенью, когда сады усыпаны плодами, а на Октоберфесте в Германии можно встретить угощения с яблоками в самых разных видах. Яблоко стало универсальным символом. Оно обозначает знание, искушение, красоту и даже борьбу. И, конечно, самый известный миф о яблоке – легенда о запретном плоде, который сорвала Ева со священного дерева. Однако интересно то, что в самой Библии яблоко не названо. Там говорится об абстрактном фрукте. И это может быть все что угодно: гранат, виноград, айва, груша, а может и фига. Согласно иллюстрациям, листья инжира они точно использовали. Версий много. Возможно, ассоциация возникла из-за схожести в написании латинских слов яблоко малум и зло малум. Тем не менее, именно яблоко стало ассоциироваться с грехопадением. И этот образ оставил значительный след в культуре многих народов. Далее вспоминается так называемое яблоко раздора или яблоко Эриды. Это золотое яблочко из древнегреческих мифов, на котором было написано «прекраснейший», стало причиной ссоры трех богинь – Геры, Афины и Афродиты, и как следствие Троянской войны. Плод назвали яблоком раздора, хотя мало кто знает, что речь идет вовсе не о яблоке, а об айве. Вообще у многих фруктов яблочные названия. Апельсин
апельсин это китайское яблоко, ананас сосновое яблоко, помидор золотое, картошка земляное яблоко, а персик это персидское яблоко. И это далеко не все названия. Кто-то слышал о золотых яблоках Гесперид. Яблоки обладали магической силой. Каждому, кто к ним прикоснется, дарили они бессмертие и вечную молодость. Яблоки Гесперид это золотые плоды, которые Геракл добыл в ходе одного из своих 12 подвигов. И тут же вспоминаются сказки с молодильными яблочками, которые растут в волшебном саду за 3-9 земель. Да и сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке никуда не делась. Да и вечно кого-нибудь и когда-нибудь пытаются яблочком отравить, причем не только в сказках. И пожалуй каждый, кто учился в школе, знает о легендарном яблоке, упавшем на голову Исааку Ньютону. Оно послужило толчком к открытию закона всемирного тяготения и новым научным знаниям. Легенда о том, как яблоко привело Исаака Ньютона к открытию закона всемирного тяготения, один из самых знаменитых научных мифов. Согласно этой истории, Ньютон отдыхал под яблоней, когда на него вдруг упало яблоко, и это заставило его задуматься о природе силы, которая притягивает все тела к земле. Вопрос, который он себе якобы задал, звучал примерно так: если яблоко падает, значит какая-то сила притягивает его к земле. Но что же это за сила и почему она действует? Скорее всего, в реале никаких драматичных падений яблок не было. Вероятно, Ньютон просто наблюдал за движением плодов на дереве, и это помогло ему осознать общие принципы притяжения. Яблоко стало для него символом силы, но вряд ли был какой-то конкретный момент удара по голове, который озарил Ньютона. В изобразительном искусстве художники наделяли яблоки разнообразными смыслами. Например, в натюрмортах эпохи Возрождения оно могло символизировать божественную милость или же наоборот, земные искушения. Недаром символ корпорации Apple, надкушенное с правой стороны яблоко, один из самых узнаваемых в мире. Этот логотип окружен множеством слухов и загадок. Многие видят как раз намек на гениального Ньютона, а кто-то склонен усматривать в яблоке символ грехопадения. История появления знаменитого логотипа Apple, символа компании, созданной Стивом Джобсом и его коллегами, это любопытное сочетание простой идеи, личного вкуса Джобса и удачного совпадения. Все началось в 1976 году, когда Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн только основали компанию. Джобс хотел, чтобы название и символ бренда были простыми и запоминающимися. Среди различных вариантов названий он остановился на Apple, якобы из-за любви к фруктам и частой вегетарианских диет, которые он соблюдал. По другой версии, это слово было в справочнике первее фирмы Atari, которой они хотели утереть нос. Но яблоко само по себе не решало задачи с логотипом. Первый логотип Apple был достаточно сложным. Это была иллюстрация Исаака Ньютона под яблоней, отсылка к легенде о падении яблока, приведшем Ньютона к открытию закона всемирного тяготения. Однако сложный рисунок быстро признали неподходящим для логотипа. Он был слишком мелким и перегруженным для использования в маркетинговых материалах и на самих устройствах. В 1977 году, уже после первых успехов компании, Джобс и Возняк наняли дизайнера Роберта Янофа, чтобы разработать более современный и лаконичный логотип. Янов, получив задание, сделал несколько набросков простого яблока. Чтобы избежать путаницы с другим круглообразным фруктом, например с вишней, он сделал надкусанное яблоко, простой, но запоминающийся штрих, который придал логотипу ясность и визуальную уникальность. И для многих этот логотип стал земным искушением, желанием, а для кого-то и нечто большее. В то время как обыкновенное яблоко, а не какой-то там логотип, стал символом учителя и даром благодарности. Традиция дарить яблоко учителю возникла в Европе, где в трудные времена фермеры приносили учителям яблоки в знак благодарности за их труд. В Америке этот символ получил особое распространение, и теперь яблоки часто можно увидеть в учебных иллюстрациях как символ знаний и учебы. Яблоко, казалось бы, обыденный плод, на самом деле герой нашей жизни и культуры. Это плод, с которым мы встречаемся почти каждый день, будь то в саду, на кухне или на страницах книг. И он всегда остается символом чего-то близкого, искреннего и родного.
У каждого, кто постарше, наверное, есть яблоки из детства. Не то чтобы какие-то особенные, но почему-то их вкус, аромат, сама атмосфера вокруг запечатлелись в памяти так ярко, словно это было вчера. Подошел к раскидистой яблоне, потянул руку вверх и почувствовал теплую шероховатость плода. Откусил. Кислинка моментально сжала губы. И в этой кислинке была такая сила, такая честная свежесть, что мгновенно чувствуешь себя частью чего-то большего, древнего, живого. Будто каждый отголосок солнца, каждой капельки дождя, каждой секунды лета, потраченный на это яблоко, вдруг передаются тебе в полной мере. Потом мы с бабушкой собирали яблоки в старую корзину, а вечером она пекла из них яблочный пирог. До сих пор, даже спустя годы, когда я чувствую аромат яблок, перед глазами тут же встает тот сад, утро, теплая земля под ногами и бабушка с легким платочком на плечах, и ощущение, что в руках у меня настоящее сокровище, пусть и простое, но драгоценное, как воспоминание о детстве, которое всегда с тобой. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.